Я всех приветствую, друзья, на канале. Итак, в этом видео я решил снять для зрителей полностью собранный компьютер. Да, это готовая сборка за 70 тысяч рублей или 1000 долларов-37 тысяч гривен или полмиллиона тенге. В общем, в этом видео посмотрим и сравним, что можно самим вручную собрать за эти денежки. Далее протестируем компьютер, и сам же этот компьютер у меня от студии PC Boost. Это не блогеры с YouTube, что внезапно решили, то есть, открыть свои сборочные или там самоучки вроде меня, что возомнили себя мастерами. Нет, это ровные, серьезные мужики с опытом более 12 лет. Так что будет у вас и у меня возможность оценить их качество работы и вообще в целом подход к своему делу. Это реально интересно. Причем у них цены очень близки к тем, что в DNS прямо сейчас, если собирать, то есть своими ручками. Вот так вот. Изначально, если быть честным, я бы мог, конечно, просто, то есть предложить ребятам заплатить мне и снять такое себе типичное рекламное видео. Но я не стал в этот раз заниматься коммерцией видео, и так будет здесь как бы в этом видео рекламная вставка. Я просто предложил им собрать или предоставить для видео просто обычный среднебюджетный компьютер за 70 тысяч рублей, примерно 1000 долларов. Поэтому это чисто исключительно мой личный интерес. Посмотреть со зрителями, что продают студии по сборкам ПК, да и вообще просто интересный контент, так сказать. Видео будет большим, заваривайте чаек, присаживайтесь поудобнее, друзья, и сейчас для вас немножко полезной информации для зрителей. Друзья, для любой современной компании очень остро стоит вопрос кибербезопасности. DDoS-атаки, попытки взлома, утечки данных. Бороться со всеми этими угрозами призваны специалисты по кибербезопасности. Одна из самых востребованных профессий в IT-сфере. И скажу вам, что уже сейчас можно начать вкатываться в сферу вместе со Skillbox. Ну а сейчас к тому же идет акция на случай новогодней распродажи. Скидка на курс «Профессия специалист по кибербезопасности» ровно 60%. На курсе «Специалист по кибербезопасности» от Skillbox вы научитесь искать уязвимости, предотвращать угрозы и обеспечивать безопасность IT-системы. Притом обучение включает в себя большое количество практики, интересные онлайн-лекции от спикеров-практиков из Тинькофф, Kiwi, Alibaba Cloud и других известных компаний, и домашние задания, которые помогут даже неопытным новичкам вникнуть во все нюансы профессии. Первый платеж за обучение, к слову, аж через полгода обучения, да еще и код английского в подарок. Так что вы не только научитесь программировать на Python и Bash, но и английский язык тоже подтянете. Переходите по ссылке в описании и сканируйте QR-код, выбирайте интересный курс от Skillbox и начните постигать востребованную профессию уже сегодня. Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, начнем с того, что компьютер, как вы уже заметили, приехал ко мне в довольно суровой упаковке, просто обитый досками, и это как бы, фирменная упаковка с дека, натуральное дерево. Дело в том, что ПК ехал из Питера, и просто обмотанным компьютер в пупырке тут уже как бы не обойтись. Да, это, конечно, не деревянный ящик, как в том же HyperPC, который тоже входит в стоимость любой сборки, но в целом, знаете ли, это лучше, чем помятая коробка и еще, боже упаси, там, не знаю, разбитый компьютер. В общем, раскрутил я все саморезы, и в итоге получилось, то есть, собрать кучу дров. И будь у меня, скажем, дом с печкой, я бы, то есть, эти деревишки пошли бы в топки, а так просто придется как бы их выкинуть на мусорник. Жаль, очень жаль выкинутое дерево, но что печалиться, мы распаковали наконец-то ПК, и внутри, как видим, множество всяких документов и пакетиков. Все это, видимо, просто остатки от всяких коробок и так далее. С одной стороны, да, это не очень как бы респектабельно на вид все эти бумажки, а с иной стороны, все, что было, точнее, все, из чего собирался компьютер, все это полностью отдается покупателю. И даже всякие мелкие винтики, всякие наклеечки, бумажечки и даже батарейку для биоса материнской платы тоже оставили про запас. И тут тоже есть свой плюс, потому что как бы, если что, вдруг, я не знаю, захотелось вам, скажем, прокачать свой компьютер или, например, заменить видеокарту, то я сумею хотя бы продать ее вместе с коробкой, а ведь так проще, ведь поверьте мне, продать видяху без коробки и документов явно непросто. Но что самое интересное, внутри всей этой коробки я не нашел мусора, который обычно продают людям в виде там перчаточек с AliExpress за 5 копеек, всякие там наклеечки, что-то еще там кладут, фирменные значки, коврики, брелочки, в общем весь этот мусор, что потом просто валяется, это тоже входит в стоимость всей сборки. Здесь его просто нет, все, больше ничего по сути и не нужно, и это правильно, я не хочу лично платить, да я думаю и зрители тоже, там 2-3 тысячи, 4 тысячи за деревянные коробки и наклеечки с перчатками и коврики от любимых блогеров. Мне нужно просто именно, то есть мне нужен простой обычный компьютер, просто компьютер в целом виде с документами, и на этом все, это самое важное. Ну окей, ладно, с этим как бы все понятно, я думаю зрители уже поняли, что у нас именно стоит внутри по документам за 70 тысяч, и в целом я думаю нет смысла прям детально, знаете, вдаваться в подробности по каждой
железки. Я просто возьму и перечислю, что именно стоит. Мы посчитаем далее все это в DNS и сравним, что и как вышло у нас по цене. Итак, друзья, процессор у нас, значит, 12 поколения i3 12100F на 4 ядра, 8 потоков. Это отличный процессор на уровне i5, скажем, 11400F. Далее у нас материнская плата не дешевая на чипсете B660 с поддержкой быстрой памяти и 4 слота под оперативу. Потом у нас идет видеокарта Polit RTX 3050 на 8 VRAM, очень популярная, всеми нами знакомая видеокарта и не требует особо представления. Еще у нас имеется блок питания, конечно, на 650 Вт от Deepcool, это новая модель. Я уже вроде бы снимал этот блок питания, то есть недавно, там, по-моему, на 400 на 500 Вт. Это нормальный такой чистый питальник, то есть с чистыми 620 Вт по линии 12 вольт, и вытащит он, в принципе, в будущем хоть даже RTX, не знаю, 4060. Еще у нас далее имеется оперативы, две плашки по 8 на частоте 3600, потом у нас SSD накопитель на 1 терабайт, это Kingston, как бы NVMe быстрый SSD в формате M2. Еще, внимание, это не китайский ноунейм вроде фирмы не так или вот всякие там Huananji, нет, это все-таки Kingston. То же самое и насчет оператива, она тоже не дешевая, но качественная, от компании XPG с подсветкой, как бы, и в конце у нас идет уже охлаждение на процессор. Это башенный радиатор на 120 мм от компании Deepcool, тоже не самая дешевая модель, за 3000 рублей. И, конечно, в конце уже корпус от фирмы MSI. Этот корпус вообще-то тоже как бы, ну, не совсем дешевый, это микро ITX с предустановленными вентиляторами, целых 4 штуки с подсветкой, и стоит такой корпус почти 4800, то есть это не самый дешевый, там за 2500 и так далее. Короче, что я хочу, друзья, сказать, все это железо явно не с AliExpress, тут нет китайских дешевых подвальных комплектующих, там, знаете, купленных с Али, нет, все это скорее всего именно, то есть официальные закупки, все железо от серьезной компании, и по моим подсчетам мы все видели, я закидывал в корзину, все детали вышли у меня, то есть по такой цене, то есть сама сборка вышла у меня на начало декабря в DNS за 65 892, то есть почти 66 тысяч, плюс сюда же добавляем пару тысяч за доставку, то есть, не знаю, там установка лицензионной винды, и выйдет там примерно 68-69. За эти 68 к вам приедет через неделю куча коробок, и будете просто, как обычно, собирать компьютер сами, или там, не знаю, попросите, чтобы вам в DNS, то есть сборщики что-то там соберут за плюс там 3-4 тысячи рублей, вам накинут, то есть сверху. Одним словом, собрать самим, то есть заказать такую готовую сборку в PC Boost, это почти одно и то же по цене, что сделать это в DNS. Да, может там, конечно, и переплата, не знаю, будет 3-4-5 тысяч, но ребятам тоже вы должны понимать, как бы за работу нужно платить, им нужно как бы за что-то развивать свой бизнес, и явно не покупают железо для сборок именно по корпоративной цене, ниже, чем в DNS в рознице, и получают свой процент с прибыли с каждого компьютера. Они не покупают в DNS по розничным ценам, это нужно понимать, поэтому и кажется, что ничего не с этого не зарабатывает. Нет, они действительно зарабатывают, но если сравнивать с реальными ценами для простых людей, то есть в DNS и прочих, то в рознице цена кажется между ними, ну, абсолютно минимальная, а взамен приедет как бы полностью собранный компьютер с уже установленной виндой, со всеми драйверами, протестированный на заводской брак, то есть к вам не приедет, например, неработающая видеокарта, а поверьте мне, заводской брак может быть везде, и поэтому перед отправкой, то есть парни из PC Boost проверяют и тестируют данную машину. Все, что вам нужно, это очень просто, это распаковать компьютер, подключить его к монитору, и на этом как бы все можно пользоваться. Что насчет игр, то я запустил парочку-тройку, так чисто, знаете, чекнуть температуру и шум от компьютера. Я запускал как бы все на Ultra Full HD и 2K, и первым делом давайте закинем с вами Rainbow 6. Кстати, в игре, если запустить с лаунчера Steam, есть поддержка Vulkan и DLSS для видеокарт RTX, и это, знаете ли, ну, правильное решение, везде, что было DLSS. И да, я знаю, мне скажут, что в эту сборку можно было поставить, там, не знаю, AMD-шную RX 60, то есть RX 6600, да, есть такие сборочки в PC Boost, и с этой видеокартой цена такая же, 70 тысяч, но я лично попросил без этих Radeon в этот раз, потому что буквально вот недавно я был, скажем так, расстроен тем, что видяха в компьютере Линды, то есть моей жены, у нее стоит, кстати, RX 6600, и вот она с друзьями решила, короче, запустить GTA RP, и все, кроме нее, зашли в игру, и только она с Radeon ловила черные экраны, и все, компьютер тупо как бы зависал в абсолютный ноль. Потом я вытащил 6600, поставил вместо нее RTX 3070 Ti, и, о чудо, запустилась GTA RP. И таких случаев было, ну, как минимум 3-4 раза за все время, это точно. Тупо проблемы с драйверами, не знаю, с чем там вообще проблемы, вот как бы и все, что и требовалось доказать. Не хочешь
хочешь проблем, ставь RTX, не знаю, там любую GeForce. Хочешь сэкономить 1000 рублей и получить там, например, плюс 8 кадров, то бери, конечно, Radeon. Но потом как бы не жалуйтесь, что найдете какие-то там, не знаю, проблемы. Все просто, как бы здесь в этой ситуации. Окей, вернемся к Rainbow 6, и тут, как мы видим, все нормально. Full HD у нас как бы с включенным DLSS качество в порядка 220-250 FPS. И в 2К примерно 140-160 кадров. Более чем достойно для сетевых замесов. Тут как бы минимально важно, чтобы было хотя бы больше 140 FPS. Для мониторов на 144 Гц. Это важно, и тут как бы все работает отлично. Температура видеокарты просто мизерная, что-то там 59-60 с копейками, и проц тоже держится на отметке 45-48. В общем, ни о чем, и при том, что корпус полностью закрыт стеклом, и шум на уровне, то есть еле слышно. Пока что все нормально, друзья. Далее давайте запустим, например, Doom Eternal с включенной трассировкой и DLSS качества. И видим с вами 120-130 FPS Full HD, 90-100 FPS в 2K, то есть QHD. Опять же, это ультра настройки с включенным RT. Все это непростая задача, и как бы здесь стабильно больше 100 FPS. Можно стрелять комфортно, и теперь давайте все-таки движемся далее, чуть усложним задачу и запустим, например, Days Gone. Вот тут уже, друзья, поинтереснее, у нас сразу видеокарта на полную выдает свои 130-140 Вт, ее температура тоже поднялась до 63-64, и проц, как мы видим, трудится всерьез и тоже поднялся до 48-50 градусов. Да, это, конечно, смешно, как бы звучит 50 и 64 на видеокарте, это очень комфортная температура, просто в этом случае мы видим предел, что может быть по железу, и видим, что Full HD без DLSS в среднем 75-65 FPS, в 2K 65-55, там 53 местами, ну, скажем так, это уже притирочку. Опять же, Days Gone не поддерживает DLSS, тут чистые нативные 2K, так что задача весьма сложная. Но, как видим, все еще держится стабильный фреймрейт с нормальной кривой, и это, еще раз напомню, 2K на ультра, так что как бы здесь все более чем нормально. В общем, в конце я хочу сказать, друзья, следующее. Честно, парни, я уже собрал как бы за все свое время немало компьютеров, и признаюсь, кайфанул, что мне вообще как бы редко, но удается просто распаковать компьютер, подключить, и все как бы работает. Не поверите, но я уже утратил это, вот знаете, такую вот романтику от процесса сборки ПК. Все это уже стало абсолютно однотипно. Уже не так интересно, и куда интереснее, скажем, увидеть, как это делают люди старше меня, более продвинутые, более, то есть, знающие в этом деле. И это странное чувство при виде уже собранных компьютеров, оно, конечно, особенное, потому что все мы привыкли, что каждый раз как бы нам нужно собирать, то есть сидеть, горбатиться над этим железом, там ковырять, подключать. Короче, все это уже становится довольно скучно. Да, это кому-то интересно, я не спорю. Если ты, например, впервые вообще собираешь это словно конструктор, не спорю, это такое дело, и чем-то даже похоже на ковыряние в машине в своем же гараже. Есть такие, то есть любители не просто, скажем, ездить, а любят они вот, ну, такое у них, не знаю, хобби поковыряться в железе. Но и в то же время есть те, кто просто берет, покупает машину уже из салона, садится в нее, заводит тачку, едет там по делам, все решать, и все, что нужно, чтобы машина просто работала, и не вдаваясь в подробности. Вот для этого и существуют готовые сборки компьютера, чтобы элементарно включить и пользоваться, а не прям там сэкономить каждую тысячонку. Хочешь сэкономить 2-3 тысячи, 5 тысяч рублей, не знаю, садись, изучай, как собирать ПК, то есть это все это уже есть в интернете, активируй Windows, как и что нужно подбирать по железу, все это ваш личный выбор, вы на это имеете право, я не спорю, но если бы я имел, скажем, вот 70 тысяч в кармане и не имел желания возиться с железками, а просто нужен ПК для игр и работы, то как бы здесь взял, купил машину, то есть компьютер, и абсолютно не паришься. Вот такая моя точка зрения. То есть каждый имеет право на свой выбор. Кто-то хочет собирает, кто-то не хочет, тот просто покупает уже собранные компьютеры. Это ваше право. Парням из PC Boost спасибо, что дали снять это видео. Я не советую зрителям прямо сейчас там бежать покупать сборки от блогеров. И это не потому, что то есть я завидую или еще там что-то, не знаю. Просто блогеры это такие же люди, то есть работающие на камеру, как и я. Это профессиональные манипуляторы эмоциями своих подписчиков и отличные актеры, такие местные, скажем, локальные, умеющие зарабатывать. Лучшее в данное время это, то есть, независимые студии, они не подвязаны эмоционально на чувствах своих зрителей, они просто делают свою конкретную работу, и это правильно, ведь на чувствах к любимым блогерам можно как бы, ну, отнести и 100 тысяч, и 200, и 300 тысяч рублей. В общем, вот такое у меня вышло видео. Если вам интересно, ссылку на PC Boost я оставлю в описании под этим видео. Никого не призываю, ваше право, смотрите, приценивайтесь,
выбирайте, если кому интересно. Увидимся с вами уже очень скоро. Не болейте и до новых встреч. Пока-пока.